Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за нашими встречами с Максимом Гольдербом. Он на связи. Максим, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, люди уважаемые. Начать наш разговор я предлагаю с заявления Зеленского. Вот как раз-таки сразу после серьезного удара по Украине дронами, ракетами, он выходит, говорит, вот мы предложили перемирие пасхальное, отдали это предложение американской стороне, но он не знает, передадут, не передадут. В общем, делаем все, что от себя, считаем возможным. Но интересно другое. Он говорит, на фронте за 10 месяцев так хорошо не было никогда. И вообще, как бы, вот, в общем, враг будет бить по дамбам, по водоснабжению, с электричеством не получилось, собирает консилиум для того, чтобы следующий отопительный сезон встретить. В общем, ничего не предвещает каких-то решений, которые назрели, решений принципиальных в войне. Почему Зеленский настолько уверен в фронте, да, вот сейчас, этой весной? И что будет с перемирием, как вам кажется, на фоне-то такого успеха? Чё перемирие не объявить на Пасху? Так а в чем успех? Никогда так хорошо не было, стабильно, все нормально. Ну, кроме его слов. Кроме его слов, да, наверное, мне кажется, только слушать Зеленского нужно для того, чтобы качать ситуацию, качать информацию и понимать, что происходит. Не больше. Использовать его как источник правдивой информации просто глупо. Помните, 19-й год, 20-й год, 21-й год, годы мира. Ложь, ложь, ложь. Он поэтому и стал президентом, потому что смог обмануть всю страну. 73% за него проголосовали. Он всех обманул, эти 73%. И стал президентом. Он и ложь – слова синонимы. Это основа его жизни, основа его творчества, основа его работы. На этом он стал тем, кто он есть, поэтому он не будет меняться. Это первое. Второе. Насчет выстоявшей энергетики. Это что имелось в виду? Солнце пришло. В этом смысле выстояла энергетика. Даже олигарх Ахметов, точнее его менеджеры говорят о том, что львиная доля генерации Украины уничтожена. Так о какой выстоявшей энергетике идет речь? Или он имеет в виду выстоявшего Миндича, который вовремя смылся с украденными деньгами? С украденными деньгами, которые выделялись на эту самую энергетику, чтобы она выстояла. Если он это имеет в виду, ну тогда да, тогда Миндич сейчас выстоял в Израиле. Кстати говоря, 2 недели генеральный прокурор, которого назначил Зеленский, и под которого летом он пытался подтянуть НАБУ и отдать ему спецпрокуратуру антикоррупционную и НАБУ, этому генеральному прокурору, ведомство, так сказать, сделать их подконтрольным. Этот генеральный прокурор 2 недели думал о том, отправлять ли бумагу по экстрадиции Миндича из Израиля в Украину или не отправлять. Ну, вы же отлично понимаете, что дело подобного размаха и подобной известности, подобной важности, когда друзья Зеленского заподозрены и объективно заподозрены в разворовывании денег на эту самую выставившую энергетику, при нормальном подходе со стороны генерального прокурора, немедленно бы эта бумага по экстрадиции ушла бы в Израиль для того, чтобы ускорить вопрос выдачи преступника. Но 2 недели он ее рассмотрел. Я понимаю, что ему надо было согласовать с Зеленским, потом сдать защите Миндича все собранные доказательства. Ведь НАБУ не показывала, я уверен, генеральному прокурору доказательства по Миндичу. А сейчас вынуждено было показать, потому что при подготовке самого ходатайства о выдаче нужно класть аргументацию. Чем доказываешь, да? И понятное дело, что все это изучили. Я уверен, что все уже у Миндича и у их защиты есть. Все те пункты обвинения, которые за это время им тихонечко сдали, и можно будет разламывать потом это уголовное дело, разламывать позицию обвинения. Так вот, какая энергетика выстояла? Я такой не знаю энергетики. У киевлян, давайте спросим, выстояла в Киеве энергетика? Нет, не выстояла. Только благодаря тому, что солнце засветило, и тепло стало, и отопление не нужно. И количество энергии меньше потребляется в силу того, что промышленности в Украине тоже нет. Вот это не экономия, это факты. Факты уничтожения индустрии, которые повлекли за собой факты уменьшения потребления энергетики.
Так какая энергетика выстояла? Опять никакой. О чем тогда речь? О фронте? Я думаю, что если задать этот вопрос солдатам и офицерам, которые там, они ответят совершенно иначе. Я просто не сомневаюсь в этом, я уверен в этом. Ну, а то, что он лжет, ну, это понятно, понятно и так. Что он еще будет говорить? Что касается того, почему такая уверенность. Насчет пасхального перемирия. О какой Пасхе Зеленский ведет речь? Если о созданной им псевдоцеркви, которая отмечает уже Пасху по католическому календарю, это одно. Ну, там Но не так совсем так. Они отмечают по православному. Там все праздники отмечаются, сдвигаются на 2 недели. Те, которые с фиксированной датой. А вот именно Пасху в один день, ну, то есть Пасху правильно отмечает ПЦУ. сам Зеленский недавно говорил о том, что они перевели православных Украины на ПЦУшный календарь, который больше соответствует католическому календарю, чем календарю православному. И сделали это намеренно для того, чтобы повыдергивать, скажем так, прихожан Украинской православной церкви и попереводить их в ПЦУшное образование. Кстати говоря, 10% всего лишь от прихожан Украинской православной церкви, несмотря на захваты монастырей, несмотря на захваты храмов, несмотря на захваты лавр, попереходили в ПЦУ. Так что процесс не особо пошел. Ну, об этом давайте, наверное, чуть позже. Так вот, о каком перемирии идет речь? Тут даже с календарями человек напутал. А если говорить о перемирии серьезном как таковом, я думаю, что Россия на это не пойдет. Ей сейчас это невыгодно. Я думаю, что они это сами озвучили, что перемирия не будет, будет война и дальше. Как я утверждал и раньше, и я сейчас остаюсь на этой позиции, я ожидаю 26-й год для Украины либо годом мира, либо годом тотального разрушения. Я думаю все-таки, что тайм-аут еще есть. Этот тайм-аут мы с вами когда-то обозначили май-июнь, конец весны, начало лета. Я имею в виду тайм-аут до того момента, когда будет все-таки заключен мир. Я считаю, что понятное дело, что Зеленский играет сейчас в вынос Трампа из Белого дома, а Зеленский является противником Трампа, это очевидно. Равно как и Трамп не переваривает Зеленского. А что подстегнуло такие повизгивающие радостные эмоции у этого господинчика? Я думаю, что общая позиция европейских боссов, которые все меньше и меньше скрывают свое недовольство Трампом и все меньше и меньше начинают поддерживать его в его неожиданных начинаниях. Вот. Я думаю, что Зеленского убеждают его боссы, те, кто ему помогает из так называемого глубинного государства, что ему нужно ночь простоять и день продержаться, и Трамп как минимум ослабнет, а как максимум его не станет. Я предполагал не так давно, что вполне вероятно, что в случае, если у Трампа не получится вырулить ситуацию по Ирану, его ослабление настолько повлечет за собой комом ослабление позиции республиканской партии в США, что даже близкие люди будут ходатайствовать перед Трампом отойти в сторону и передать власть вице-президенту Венсу. Я не говорю, что так будет наверняка. Я говорю, что уверен, что такой вариант уже рассматривается. Потому что для выправления ситуации в Иране и с Ираном у того же Трампа не так много вариаций осталось и не так много времени. И в том случае, если республиканцы поймут, что проблема очень серьезная. Они не зря сделали недавно праймерис и не зря замеряли, кто самый сильный сегодня республиканец на будущий пост президента. И это оказался вице-президент Венс. Я думаю, что вполне вероятно, что Трампу могут предложить добровольный отход в сторону для передачи дел вице-президенту, чтобы он оставшийся срок работал на посту президента и укреплял свои позиции для будущих президентских выборов. Это я сказал для того, что Зеленский видит и понимает, что тема у Трампа не такая простая, что врагов он наживает намного быстрее, чем друзей.
что его позиции сильно ослабли, а когда ослабляется враг, ну, почему не радоваться этому и почему не предполагать, что ты намного надольше можешь остаться. Плюс ко всему к этому, наверное, стоит добавить, что... Хотя я читаю новости, которые каждый день пишут, в которых каждый день пишется о том, что то один населенный пункт взят в Донецкой или в Луганской области, то второй населенный пункт взят, и, кстати, не только в Донецкой, в Запорожской области, в Харьковской области, в Сумской области. То есть, пункт за пунктом российские войска берут. О какой стабильности фронта говорит Зеленский в таком случае, мне понять сложно. Резюме. Уверен, что кто-то сказал из великих, кстати, когда вы хоть раз в жизни посмотрите в глаза умирающего солдата и увидите, как его покидает жизнь, вы никогда не отдадите приказ о том, чтобы солдаты шли наступать и погибать. Поэтому Зеленский никогда этого не видел и не смотрел. Он человек, который 4 убегал от армии и уклонялся от военного призыва. И он при этом человек, который отправил миллион других людей на гибель и на калицтво, как по-русски. Ну, в общем, подводя итоги. Я уверен, что выдерживается еще определенный тайм-аут. Я уверен, что, по-видимому, Россия со своей стороны наращивает силы для какого-то намного более жесткого или жестокого удара. В том числе военные обозреватели говорят, что зимне-осенний период, вернее, зимне-начало-весенний период не очень хорош для наступательных операций в силу почвы, там, и так далее, состояния почвы, дорог и так далее. Я думаю, что не за горами либо кровавая развязка, либо все-таки договоренность. Почему считаю, что договоренность больше возможна, чем кровавая развязка? Потому что для Трампа, который не очень понятен американцам со своим процессом в Иране, сегодня уже не очень понятен, для него жизненно или очень важно быть все-таки миротворцем в Европе и попытаться успокоить ситуацию в Украине и продать потом это американскому избирателю. А если к этому добавить его отношение, отношение его близких, его семьи к тому, кто сейчас возглавляет Украину, то мне кажется, что все возможности и внутренние, и внешние, объективные для того, чтобы сменить сегодня Зеленского или заставить его уйти под тем или иным предлогом, у Трампа есть, равно как есть и желание. Поэтому я все-таки сторонник того, что мирный договор будет в этом году. Ну, смотрите, здесь как бы выглядит несколько, ну, я не скажу наивно, но несколько мечтательно, что вот там надавят на Трампа, и он уйдет, уступит кресло Венсу. Вот кто-то надавит на Зеленского, а он уступит и, в общем, уйдет с Богом, да, и будет какая-то, ну, скажем так, какая-то развязка. Никто не собирается от корыта-то отползать, Максим, никто. И даже вот, ну, вот этот, как бы, вчера разошелся по пабликам Картополов, ну, там, депутат, эксперт, который говорит, а Зеленский нет, нам нужен. Он должен там и ответить, и подготовить процесс. Он нелегитимный, конечно, но все равно он должен запустить этот процесс выхода на договоренности. Поэтому не-не-не. В любом случае он должен оставаться. Многие, конечно, с недоумением на это посмотрели, особенно на фоне той моды, которую диктует Иран. Ну, война, события в Иране, когда там похороны раз в неделю, причем высокопоставленных лиц, когда вот, ну, как бы вот это вот все. Трамп то мир говорит, то разбомблю все мосты, все, в общем, электростанции, инфраструктуру. Сегодня Медведев как бы написал очень интересный пост. Ну, он там по мотивам общения Путина и Пашиняна. Такое было общение. Ну, как бы специфическое, да. Там по УДКБ претензии Пашинян высказал, Россия претензии Пашиняну. Ну, в общем, это отдельная как бы тема. Это тоже, кстати, очень интересно. А тут другой нюанс. Он, привязавшись к этому разговору Пашиняна и Путина, вывел очень интересный как бы ориентир.
что России теперь не нужно, и она против вступления Украины в Европейский Союз. Мол, Европа становится все более и более милитаризованным союзом, военным союзом. Все, как бы, если раньше так, пожалуйста, вступайте куда хотите, в НАТО не вступайте. Теперь и в ЕС вроде как не надо вступать Украине, и за это в том числе, получается, ведется война. Это все происходит на фоне вот этих рассуждений, размышлений Рубио и Трампа, что пора Европу из НАТО, скажем так, точнее НАТО из Европы, США из НАТО. Короче, горшки бьют. Правда, Медведев сам говорит, это, конечно, такой фарс, чес этого всего, это нереально, то есть там надо за год предупредить, Конгресс проголосовал. Это больше такая вот тема для разговоров, для рассуждений, да, какие последствия геополитические принес Иран. Но я хочу вот как сформулировать вопрос. Какие новые условия, вероятнее всего, вот эта вот Россия предложит? Нам Зеленский говорил, что 2 месяца есть, пока актуален выход ВСУ из Донбасса, а потом будут новые условия. Песков говорит, врет Зеленский, нет никаких дедлайнов и 2 месяцев, но посыл российский о новых условиях есть. Когда их выкатят и что это будет? Во-первых, я думаю, что Медведев озвучивает то и в тех тонах, в которых что не озвучивает Путин. Вероятно, такое распределение ролей или обязанностей, мне так кажется. И, как вы правильно заметили, и у меня такое же мнение, Медведев сейчас обозначил, что вопрос не только в НАТО. Украина не войдет не только в НАТО, она не войдет в ЕС. Особенно в том случае, если ЕС станет военно-политическим блоком. А ЕС сегодня рассматривает момент становления самостоятельным военно-политическим блоком без США, с учетом тех обстоятельств, которые происходят вокруг и внутри отношений НАТО и в отношениях между ЕС и США. Я думаю, что этот момент рассматривался и раньше. Этот момент рассматривался, полагаю, до начала военного конфликта. Просто его называли другими словами. Денацификация, демилитаризация, как угодно. По большому счету, то, что Россия будет ставить стопы на входе Украины в ЕС, если ЕС – это военно-политический блок, это абсолютно вписывается в их парадигму насчет денацификации и демилитаризации. Что касается первого пункта, так называемой денацификации, уверен, что в это вкладывается однозначная смена в Киеве правящего режима. Однозначная, потому что то, как это пропагандируют и объясняют в России, киевский режим, это, ну и так далее и тому подобное, я ставлю там, это квазинацистский режим, да, также они пишут, говорят, и так об этом звучат со всех трибун, и, в общем-то, и первое лицо России об этом точно так же говорит. Поэтому смена этой власти априори обозначена. И я думаю, что это одно из основных или равное по территориальному условию, равное условие в переговорах в Анкоридже, в переговорах между посланниками Трампа и Путина. Априори об этом говорится, что должны прийти в Киев другие люди, которые будут вести иную политику, намного более лояльную по отношению в том числе к России, чем та, которая проводится в последние годы, ну, в годы после Майдана. Насчет дедлайнов, о которых говорит Зеленский, ну, если возвращаться к первому вопросу, я уже говорил, что верить бессмысленно, и там человек, в общем-то, может выдумывать все, что угодно. Он недавно сначала в 27 году готовил мир, потом резко стал готовить его в 26 году. Потом он сказал, что нет, вообще будем воевать еще 3 года. Поэтому за его календарем, я думаю, точно так же особо следить не нужно, не говоря, ну, просто не нужно. Что касается вывода, что касается плюшек, да, или, как вы говорите, иных каких-то вариаций, которые может предложить Россия для Украины, в том случае, если Украина оставит, украинские войска покинут сейчас часть Донбасса, оставшуюся под контролем,
Скажу так, я не очень верю в то, что в таком случае тема завершится. Просто потому, что вывод войск из Донбасса никак не коррелируется с выводом войск из, допустим, Запорожской или Херсонской областей. А по тому, что прописано в российской сегодня Конституции, эта часть Украины их территория. И я не совсем тогда понимаю, каким образом они внутреннему потребителю, избирателю, гражданам России, они, я имею в виду российская власть, будут говорить о том, что мы тут согласились, а там не согласились. Или там вот вывели, хорошо, видите, какие мы молодцы. А там пока так. Что значит пока? Как только в воздухе витает слово пока, это значит, что это не окончание, это не жирная точка в войне, а это 3 точки, которые и тема будет продолжена. Однозначно будет продолжена. Поэтому возможно, что за вывод войск из Донбасса Россия может гарантировать прекращение боевых действий на какое-то время. Возможно. Вы задавали мне в прошлую программу вопрос об их стратегии. Я не знаю, Александр, кто из тех, кто с вами общается в эфирах, вам четко может объяснить, особенно если они из Украины, вам могут объяснить стратегию России, ее высшего военно-политического руководства. Наблюдая за тем, что происходит 5-й год, я искренне теряюсь в сути этого слова, как его воспринимают там, в России. Наблюдая за так называемой операцией, за ее продолжением, за ее механизмами, за потерями, за рисками сумасшедшими, за постоянными отбиваниями от тех или иных оплеух, я искренне не верю в то, что это по плану. А там, где нет логики и нет логичной стратегии как таковой, и там, где даже проблемы, по-видимому, с тактикой, очень сложно анализировать и выстраивать и понимать, на что же это все тогда было направлено. Мне кажется, что очень часто ловится ситуация. О, хорошо, повезло, поехали. О, в Иране проблема, заработаем столько-то миллиардов долларов. Эта проблема точно не была стратегически прописана или продумана, я уверен в этом. Просто пролетел этот черный лебедь, который принес или приносит сегодня российскому бюджету больше денег, чем они рассчитывали с учетом обстоятельств. Поэтому мое убеждение заключается в том, что российское военно-политическое руководство, во-первых, само себя не убедит в том, что оно должно отказаться от тех намерений, которые были озвучены в 2022 году. И общество свое не убедит в том же самом. Если внимательно наблюдать за тем, какие цифры они публикуют в вопросах ежемесячного доверия-недоверия, то можно обратить внимание на то, что в последние месяцы так называемый уровень доверия к первому лицу или к проводимой политике там падает. Может, не сильно, но падает. Может быть, не все показывают. Мы не можем сейчас с вами об этом судить. Мы пользуемся только теми источниками и теми данными, которые на поверхности. Но между тем это так. Вы сейчас привели пример встречи с Пашиняном. Ну, слушайте, ну а разве Пашинян не прав, когда задал вопрос по ОДКБ? Он же спросил, так а в чем тогда кайф был от нашего участия в ОДКБ, когда мы не смогли, в смысле они, армяне, не смогли привлечь войска ОДКБ для того, чтобы победить в военном столкновении с Азербайджаном. ОДКБ ничего не сделал в этот момент. Да, ОДКБ когда-то помог несколько лет назад президенту Казахстана. По большому счету, русские части зашли тогда и помогли навести порядок и не дали возможности совершить государственный переворот. Да, тогда это произошло. А когда произошел конфликт между Азербайджаном и Арменией, ОДКБ ничего не сделал. Более того, если вы помните, то случайно или не случайно азербайджанские ракеты, по-моему, попали куда-то в военную часть российского контингента. И там погибло несколько десятков человек.
и как бы не руководителя или зам руководителя этого российского контингента. И чем все закончилось? Ну, Алиев принес извинения. Все, на том все и закончилось. Поэтому, когда Пашинян позволяет себе парировать, а он парировал, да, Путин говорит одно, а этот говорит, так подождите. Путин опять говорит одно, а Пашинян опять говорит, да подождите, так вот же. Это говорит о том, что в целом позиция, мне кажется, этой огромной страны, и я раньше это утверждал, на дипломатическом поприще, во внешних сношениях ослабла за последние годы. Ну, а что касается самого Пашиняна, я думаю, несложно просчитать, зачем он сейчас поехал в Москву. У него выборы скоро. И ему очень хочется выбраться. А не секрет ни для кого, что очень много армян, и тем более армянская диаспора, которая проживает в России, не поддерживает политику, направленную на разрыв отношений с Россией, на порчу отношений с Россией. Поэтому он тем самым хочет показать тому избирателю, что он, в общем-то, лояльный к отношениям, к нормальным отношениям с Российской Федерацией. Плюс, я думаю, каким-то образом в беседах с президентом России хочет сгладить те или иные вещи, о которых не говорят вслух. Вот думаю... ну и плюс... Ну, он там еще знаете, по соцсетям проехался, тоже был не такой интересный эпизод. И по соцсетям, да. Вы знаете, у меня есть старинный друг, он в жизни очень такой битый человек, он армянин, Гагик Григорян. Вот он шутит, он говорит, запомни, Максим, сначала били армяне, потом очень долго никого не было, и потом появились евреи. Это я о том, что армянской нации присуща, в общем-то, и хитрость, хитромудрость. Пашинян – яркий представитель хитрого армянина, который пытается петлять в сложившейся ситуации, но с одной единственной целью – остаться у власти. Обратите внимание, что он сейчас пытается сделать с армянской православной церковью. Она же для него такой же противник, как Украинская православная церковь противник была для Порошенок, для Зеленских. В отношении предстоятеля армянской церкви, католикоса всех армян, возбуждено уголовное дело. Его ближних пытаются давить. Почерк одинаковой работы во многих постсоветских странах, где на президентские или премьерские троны усажены, по большому счету, агенты иностранного влияния, почерк одинаковый. Раздрай внутри по вере, раздрай внутри максимальное прибивание церкви, потому что это серьезнейший авторитет в обществе. Вот. Резюме. Я полагаю, что в 2026 году Россия продолжит добиваться на военном поприще в Украине своих целей, которые она обозначила раньше. Она будет это делать, потому что для нее это сегодня вопрос, на мой взгляд, выживания. Сначала для военно-политического руководства России, а впоследствии для самой России. Они сами не стесняются, говорят о том, что, и не скрывают этого, они говорят о том, что все программы, долгие стратегические программы условного Запада были всегда направлены на ее раздробление и разграбление. То, во что она сейчас ввязалась, в случае, если это закончится ее проигрышем, по итогу закончится реализация этого самого стратегического плана. Я не говорю, что он хороший или плохой. Я говорю о том, что так выглядит сегодняшняя ситуация и так выглядит жизнь. Поэтому Россия будет добиваться результата победного. Вопрос, каким способом и каким образом. И этот вопрос отчасти несет в себе, он немножко риторический, потому что уж если 5-й год это все продолжается, то значит там есть проблемы и со способами, и с образами, с механизмами. Значит, они есть, раз проблема, которую они обозначили, до сих пор не решена.
Более того, вы посмотрите, как многие там смеялись над Зеленским, по-разному его называли, оскорбляли и так далее. Вспоминали всегда эту игру на пианино, писюном там или чем он там хлопал. Вот. Это все было. Но между тем, 5-й год войны, тот, кто сегодня возглавляет украинскую власть, первое, остался у власти. Второе, максимально ее укрепил для себя. Третье, создает массу проблем, в том числе для России. Я понимаю, что он создает огромное количество проблем, в первую очередь, для Украины и ведет ее к уничтожению такими своими действиями. Но между тем, это я привел этот пример для того, чтобы ответить на ваш вопрос, ну, такой завуалированный ваш вопрос по поводу того, что происходит в Иране. Как, допустим, поступает Израиль, да, или как поступают Соединенные Штаты. А здесь 5-й год. Тот, кто играл писюном на пианино, морочит голову своей собственной стране, с этой огромной стране рядом, Европе и даже американцу Трампу. Тут, знаете ли, вольно или невольно, ну, скажем так, как минимум это впечатляет. Но опять-таки, впечатление это грустное. Несомненно, Сегодня мы с вами, страна погибает, мы сегодня несомненно. говорим с вами о 1500 дней. 1500 дней, круглая дата. Ну вот, как начали считать эти дни, я четко помню, все же думали, что это все там, ну 100 дней максимум. И как бы, и дальше можно будет не вести этот счет, и, в общем, все закончится. Ну и так и осталась эта традиция, вот дни считали, помните? И вот тут же возникает главный, наверное, вопрос. Ну так а до чего довоевались? До чего довоевались? Когда там жительница Ровно сегодня публикует у себя, кстати, в социальных сетях скриншот с резерва плюс. А она мать в декрете. 8 месяцев ребенку. Причем данные все правильные. Кроме того, что она не фельдшер, а менеджер там какой-то. Она обращается и говорят, так, ну, все ж правильно, что вот в учете, на учете, билборды вешают. То есть мы потихоньку заступаем за вот этот край. Причем делают это, видите, как аккуратно. Там через пропаганду вот это, а ты там ухылян, ты СЗЧшник, ты еще кто-то, а воевать это и женское дело тоже. Ведь по большому счету это свидетельствует о критической точке. Ну, то есть, если бы все было нормально, ну, есть ошибка, быстро ее решили, убрали и все, и как бы даже никто бы публиковать ничего не дал. Если бы стояли в очереди в ТЦК после каждого налета и обстрела, по Западной Украине, по Киеву, как сегодня, там, Киев, Киевская область, всего за удар там 5 человек погибло, причем 500 дронов, ну, разных целей, и 5 человек погибло, понимаете? То есть мы же Не, тоже... я понимаю, о чем вы говорите. Я понимаю. Мы же тоже имеем эту цифру в контексте 1500 дней войны. И нам стегивают, и веришь ты в эти... А куда деваться? Это же официальные данные. Сколько там? Зеленский говорит, 89 тысяч россиян потерь безвозвратные. Или раненые тяжело, или погибшие с начала года. А сколько у нас? Ну, там 50 с лишним тысяч. Ну, вот так. Всего, за все годы. За все годы, понимаете? Угу. А кладбища говорят о другом. А других данных нет. Понимаете, в чем дело? Когда нет другого, то, ну, привыкаешь к этому. Ну, то есть, когда у тебя нет там другого лидера, ну, есть вот этот. А легитимный, нелегитимный, да кому какая разница? Но вы же сейчас переводите разговор в плоскость интересов Украины. А я говорю о плоскости интересов Зеленского, его окружения и его боссов. Какая им хер разница, что с интересами Украины? Они свои интересы прекрасно реализовывают, продвигают, защищают, расширяют, углубляют. Они свое делают, поставленную задачу. Из Украины когда-то сделали инструмент в борьбе с геополитическим противником. Россия для определенных стран и кругов
первую очередь для транснациональных спекулянтов, для богачей, для тех, кто, по мнению Трампа, представляет американское глубинное государство. Россия для них геополитический враг, раз, и два, обалденная добыча, если получится. Ну, представьте себе, какое количество всего там. На Земле такого нет места. Украина стала инструментом в этой борьбе. И тот, кто сегодня этим инструментом помогает управлять, он свою задачу выполняет замечательно. То, что там будет с инструментом, никого не интересует. Вернее, все отлично понимают, что инструмент в этой ситуации будет уничтожен. Его не будет. Или от времени, или от удара. Или то, или другое. Не будет по-другому. И когда вы приводите примеры, что страна обезлюдила, что женщин собираются забирать на фронт или забирают на фронт, что людоловы Зеленского скачут по всему оставшемуся краю, да, и выискивают кого угодно, лишь бы запихнуть и отправить, поменять на доллары, так сказать, жизнь на доллары, жизнь на оружие, то это совершенно, они организовали правильное использование нашей страны и людского потенциала в чуждых для нашей страны этого самого людского потенциала, народонаселения Украины целях. Они организовали этот процесс. И они им замечательно, с их точки зрения, и вот если рассматривать то, о чем я сказал, как фокус зрения, да, с этой точки зрения, с этого фокуса они прекрасно справляются с задачей. А то, что там обезлюдило, то, что людей нет, да какая кому разница? Ну нет и нет. Ну не будет и не будет. Ну, вы представьте себе, сколько кругом наскирдовано. Вы представьте себе, у кого? У этого переговорщика этого, Устем Умеров, да, так это называется, секретарь РНБО. Несколько вилл во Флориде, несколько больших квартир в Нью-Йорке. Это то, что на поверхности. И он далеко не самый главный, не самый важный. Они себя нормально чувствуют, они свою задачу выполняют. А при чем здесь интересы Украины? Вы сейчас говорите об интересах Украины. Нет, подождите. И вы сейчас... Что? Смотрите, тут же очень важно. Пока у Рустема Умерова виллы, да, сегодня Так. тоже новость пришла. Ну, хорошо, если там, например, ошибка произошла, надо ее исправить. Как? Ну, что, депутаты закон подали уже. Уже подали, чтобы... По Людолову? Нет, чтобы когда женщину по ошибке вносят, чтобы ее была возможность быстро убирать. Убили там ТЦКшника во Львове. Убили. А вообще он родился в Челябинской области, ни дня не воевал. Вот так вот. Ужас-то какой, кошмар. А убил кто? Этот таможенник. Брата защищал. Брата защищал, там еще что-то связано с то ли поминками, то ли похоронами бабушки, и они там как бы два брата, а тут он, и в общем, ловят по всей стране. Ну что, уже видите, как все привыкли. Наоборот, это все включается, вот эта вся, скажем так, братья, и говорит, а давайте разрешим ТЦКшникам стрелять. Магнитики себе вот это, я люблю ТЦК, значки вот эти лепят, да, вот, я люблю ТЦК, давайте Но поддержим вы же понимаете, ТЦК. почему они это говорят. Им дали задачу это говорить, они это говорят. Мы с вами уже обсуждали, что такое средство массовой информации в Украине. Это радио тысячи холмов. Это, по большому счету, огромный механизм стравливания внутри страны людей друг с другом по вопросам веры, национальности, языка, по вопросам отношения к войне, по вопросам отношения к той или иной части Украины и к украинцам оттуда. Это их задача. Они сейчас получили задачу людоловов назвать нормальными парнями, они стараются выполнять эту задачу. Они же сидят на деньгах, на грантах. То ли это соросня, то ли это гранты, которые идут из банковой. Это же, это очевидно. В 2019 году, когда Зеленский только пришел к власти, а он же, талантливейший, как не фигляр, как это назвать, деятель искусств, скажем так, лицедей. Он же тогда начал по полной в мирное время использовать два самых мощных информационных канала
информационно-развлекательных, плюсы так называемые. Помните, 1+1 и 2+2. Они же точно начали работать тогда на него. И деятель под названием Ткаченко, генеральный продюсер, по-моему, этого канала «Плюсов», он сделал сам очень немало тогда еще в мирное время для того, чтобы обсирать жителей Донбасса, для того, чтобы обсирать Украинскую православную церковь, для того, чтобы обсирать тех украинцев, которые говорят на русском языке, а это половина населения. Они тогда еще во время мирное обкатывали эту тему, обкатывали этот механизм. Ну, а когда началась война, понятное дело, что все средства массовой информации, даже которые немножко трепыхались, прибили к ногтю, и все. И это все общая система, задача которой пропагандировать то или иное, что необходимо правящему режиму. Ни больше, ни меньше. У людей надо на улице спросить, что такое Людолова и их отношение к ТЦК, и они ответят об этом. А то, что сейчас эти побежали какие-то законопроекты вносить, некоторые слуги, зеленые слуги из фракции Зеленского, и такие, ой, это же все-таки, наверное, неправильно, там вот что-то они не так делают. А вы, блядь, куда смотрели эти 4 года? 4 года подряд это продолжается. Ловля за людьми, бусификация. Да, она где-то началась, она не с 22-го, она началась в конце 23-го. В 22-м году, как вы сами заметили, еще люди выстраивались в очереди в военкомат, предлагали свои услуги государству. Поэтому, Александр, почему такой кипиш сейчас стоит со стороны зеленой власти по поводу невыделенных денег? Вот, я про деньги хотел с Так вот, вами я и хотел поговорить. сказать. Смотрите, Этот тут кипиш... приходит Ну, давайте. новость приходит о том, что Кабмин полностью практически потратил резервный фонд госбюджета за первые 3 месяца 2026 года. Значит, Минфин утверждает, что по состоянию на 30 марта из резервного фонда уже направлено более 47,5 миллиардов гривен для непредвиденных срочных расходов. При этом всего размер этого фонда 49,5. То есть кассовый разрыв, то есть то, что уже, ну, в общем, расходы там превысили 10 миллиардов гривен. И, ну, короче, это прям беда, то, что сейчас происходит. Кабмин называет основные статьи расходов. Это инфраструктура, работа железнодорожного транспорта, аварийное восстановление дорог, энергетическая устойчивость, та, которая, вот, с которой мы начинали, да, а также там, восстановление транспортного сообщения на юге, ну и так далее. Работники, там премии, надбавки, там же у нас что? И зимняя поддержка, и ебачок. Это Что? ебачок. Ну, имеется в виду, цены же взлетели, и можно кэшбэк получить, заправляясь на украинских... Я думал, это вы ругнулись, а это Вот. через дефис, да? Бачок. Е-бачок. Ага, Да. понятно. Значит, ну и так... Ебачок. Ой, боже мой. То есть, понимаете, в чем дело? Все это, конечно, прекрасно, но денег-то не предвидится. Венс на днях отправится в Венгрию. Он уже Да. подтвердил это, Орбан подтвердил, все, будет этот визит. Венс четко будет олицетворять, ну, даром, что Трамп не приехал. Ну, Трампу, наверное, есть чем заняться. Но если бы еще и Трамп приехал, и Венса, в принципе, хватит, но это прям действительно. Украина же торпедирует Орбана. Зеленский торпедирует. Дружбу не показывают. 90 миллиардов. Приезжала Кая Каллас. Нету. Ну, ничего не можем сделать. Вот там Урсула выделит 80 миллионов на поддержание штанов. Зеленский гнет этих депутатов, давайте МВФ деньги, чтобы МВФ зашли, чтобы, понимаете, то есть, а там такие законы, что просто вешайся в отношении там частного бизнеса. Верно. То есть все как бы схлопывается, а денег нет уже. А Зеленский там какие-то совещания собирает. Не просто... да, извините. И вот тут же главный момент, что по срокам это вот тайм-аут, о котором вы говорите, Максим. То есть май-июнь. Но некоторые там грамотные говорят, что так если посчитать, то уже в конце апреля привет большой. Ни зарплат, ни каких-то вещей. То есть, а это же принципиально важно. Вот сейчас для власти. И поэтому надо сейчас договариваться или что-то предпринимать, чтобы выходить из войны, брать
перемирие, брать обязательства, брать завершение, понимаете? И все это понимают. А Зеленский не идет на это. Ну, я думаю, у него сейчас личных капиталов вполне достаточно, чтобы украинскую армию содержать. Я думаю, он нагреб за это время достаточно денег. Несколько моментов. Несколько моментов. Почему стоит такой крик, что нет денег? В самом начале нашего с вами сотрудничества, когда мы начали проводить совместные эфиры, я говорил о том, что страна, которая полностью не своими деньгами оплачивает все социальные обязательства, войну, военных, армию, оружие, заработные платы карательному аппарату, заработные платы государственным служащим. Эта страна давно утратила основной признак независимости. Она не может содержать, самый основной механизм любого государства. Государственную службу, армию, полицию, СБУ, прокуроров и судей, администрацию и не может выполнять социальные обязательства. То есть свои обязательства перед пенсионерами, инвалидами и так далее и тому подобное. Эта страна уже не самостоятельная. Это уже вранье. Что происходит сегодня? Сегодня, в случае, если Запад не выделит правительству Украины деньги, платить заработные платы в первую очередь войскам будет нечем. Я не говорю уже об инвалидах. Я говорю о тех, кто сейчас на фронте, кто носит форму. Платить будет нечем. А что происходит исторически в тот момент, когда царь, король, князь, не знаю, директор, император, кто угодно, перестает платить войскам? Еще с римских времен. Войска поворачиваются против этого императора, князя, короля, директора, начальника, председателя. А с учетом того, что войска, мягко говоря, Зеленского не любят, а он для них исключительно посредник в получении денег от Запада и, стало быть, получение ими их военного содержания, то этот момент произойдет очень-очень быстро. У меня в этом нет сомнений. Дальше. То же самое произойдет со следователями, прокурорами, СБУшниками, полицаями, судьями. Как только они перестанут получать зарплаты, они первые отвернутся от того режима, который они сегодня защищают и который они вынуждены или поддерживают, неважно. Именно из-за этого стоит сумасшедший кипиш на Печерских холмах. Именно потому, что все отлично понимают, что денег нет. Это первое. Второе. Вы классно вспомнили за те законопроекты, которые сейчас протягивает Марченко, это министр финансов Украины. Потом этот зеленый слуга, председатель комитета по бюджету и финансам. Гетманцев. Гетманцев. Это именно законопроекты, которые под вывеской, что так хочет МВФ, направлены на то, чтобы еще больше вытягивать денег из сбережений и кошельков украинцев, которые и так уже обеднели от войны. И самый кричащий, на мой взгляд, законопроект – это то, что они хотят облагать уже все до единой посылки, которые люди сегодня вынуждены заказывать подешевле товары с международных маркетплейсов, потому что это проще, дешевле, потому что это дешевле. Потому что люди пытаются сэкономить, пытаются выжить в войне, в которую их ввергли. И уже это тоже будут облагать налогом. Причем они объяснение нашли такое. Они говорят, ну а смотрите, это же так нечестно перед украинскими магазинами, которые платят налоги. А вот китайцы-то, получается, их маркетплейсы или там Амазоны, они же не платят налоги, раз они посылки без налогов отправляют нашим. Поэтому надо обложить налогом. Но они почему-то не говорят о том, что налоги эти будут платить не маркетплейсы и не Амазоны с китайцами, а будут платить те же самые украинцы. А я еще один приведу пример. В Швеции после того, как после иранского кризиса рванула вверх цена на бензин и дизель,
в 2 раза уменьшили акциз на топливо. В 2 раза, чтобы людям было легче. В Италии сегодня, как там эту Мелани не раскладывают и как не говорят, что она такая-сякая. Но между тем, в Италии сегодня правительство рассматривает вопрос о снятии акциза вообще при продаже топлива, чтобы людям было легче, чтобы цены не летели вверх. Я привожу примеры того, как государство, государственная машина и власть заботятся и думают о своих гражданах. И до этого привел вам примеры, как государственной машине и так называемой власти глубоко похеру на своих граждан. Вместо того, чтобы облегчать жизнь людей в Украине, они ее только усугубляют и отяжеляют. А это подтверждение моего тезиса о том, что высшие представители этой самой государственной машины абсолютно не интересуются, извините за тавтологию, глубинными интересами народа Украины и страны под названием Украина. Их интересы разные, они противоположные. Задача этих максимально выжить. Вспомните, выжать, не выжить. А, кстати, вот, пожалуйста. Задача этих максимально выжать из людей. Задача украинцев выжить. Ну, выжить в физическом смысле слова. Вспомните 14, 15, 16 годы. Ведь тогда тоже рассказывали, что если в 10 раз не поднять тарифы на коммуналку, на газ, на электроэнергию, на воду, то тогда МВФ обидится и больше ничего нам не даст. И вообще у нас все рухнет, и все будет так херово, что вы даже не представляете. Ведь это оказалось ложью. И они сами это подтвердили. И МВФ говорил, что мы не прописывали в меморандумах подобные требования. Просто надо вспомнить, как Порошенко докладывал Байдену о том, как он обманул украинцев, и у него получилось в несколько раз тогда, это был 2014 год, в несколько раз тогда уже поднять тарифы. История продолжается. Их задача геополитическая – это выполнять поставленные команды по использованию до конца Украины в качестве инструмента в борьбе с геополитическим врагом. И второе – максимально вытягивать все возможные дивиденды из сегодняшнего своего нахождения на тех или иных постах. Они просто зарабатывают на разламывающейся, разбивающейся, на погибающей стране. А крик стоит именно по той причине, что деньги нужны. Войскам надо платить, полицаям надо платить, людоловам, в конце концов. Да всем надо платить. Иначе будет хана. Вы посмотрите, Саш, самый такой, знаете, пример на виду. У них же кризис в парламенте, я имею в виду у зеленой власти. А почему этот кризис в парламенте? Чего он так резко возник? Да потому что НАБУ через одного начали хлопать и показывать им видео и аудио о том, как они брали конверты за голосование. Они без конвертов работать не хотят. Они тут же вспомнили, что им страшно. Они тут же вспомнили, что стреляют. Они тут же вспомнили, что законы не те или там еще чего-то. Деньги. Нет денег. Во-первых, их нет физически. А во-вторых, Запад не может дать. А во-вторых, и это немаловажно, они боятся их брать. И вот такой вот замкнутый круг. Вот почему паралич сегодня в парламенте произошел. Не по каким-то другим причинам. Все достаточно приземленно, все достаточно даже низменно, наверное, так. Ну, интересно, что сегодня там, среди прочего, заявлял Зеленский, он доволен Будановым. Хорошо все, говорит, у Буданова. Я бы посоветовал этому господину, разведчику, помнить фразу «Бойся донайцев, дары приносящих». Это из Гомера. Я надеюсь, что у Буданова хватит своей хитромудрости, ума понимать, что верить Зеленскому вообще нельзя. А особенно после тех финтов, которые с этим самым Будановым произошли. Я уверен, что Буданов сейчас там, при Зеленском, точно не с благой целью со стороны Зеленского. Думаю, что Буданов это понимает. Более того, та информация о том, что он по-своему видит развитие отношений сегодня с Россией и по-своему видит необходимость прекращения бойни, она подтверждается. Более того, равно как и подтверждается то, что нынешняя администрация Трампа, или американская администрация, так будет точнее, смотрит на Буданова намного более благосклонно и с интересом,
чем она смотрит на Зеленского. На Зеленского они смотрят с отвращением и с брезгливостью. Это понятно, это очевидно. Недавно его сын Трампа выступал, да, и говорил о том, что зафиксированы не просто схемы движения денег, тех денег, которые администрация тогда Байдена договорилась украсть у налогоплательщиков Америки под рассказом, что это нужно для всяких проектов в Украине. А потом эти деньги должны были, часть из них вернуться назад из Украины в администрацию Байдена для использования в выборной гонке. Так вот, сейчас младший Трамп со ссылкой на разведданные говорит о том, что зафиксированы переговоры и разговоры об этом со стороны Зеленского. Понятное дело, что ни семейство этого не простит Зеленскому. И понятное дело, и я уверен в этом, что маховик будет раскручиваться. Вчера вице-президент США Венс привел к присяге вот того самого прокурора, о котором мы с вами говорили, Макдональда, который будет, ну, скажем так, со стороны американской юстиции, прокуратуры курировать вопросы расследования дел о мошенничестве с американскими деньгами. В том числе о мошенничестве, которые совершались с помощью нынешних властей Украины. Я думаю, что это тоже можно включить в тот тайм-аут, о котором вы и я сегодня говорим. Полагаю, так. Максим Гольдар был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо вам. Всего вам доброго. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.